Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами процессом рисования этого портрета. Это будет ускоренное видео, но здесь я буду комментировать некоторые моменты. Рисую я на бумаге из стопроцентного хлопка. Перед началом работы я проанализировала референс и выбрала основные цвета, которыми я буду рисовать. В данном портрете я использовала сиену жженую, сиену натуральную, кобальт синий, пирол оранжевый, вермиллион и зеленую темную. Кое-где в некоторых местах еще использовала фиолетовый. У меня нет какой-то определенной палитры, я обычно просто смотрю на референс, какие вижу там цвета, такие и пытаюсь повторить на портрете. Для начала я полностью смочила лист водой, переднюю часть его, а заднюю смачивать не стала, и нанесла первые слои по мокрому. Сначала я делаю такую своеобразную подложку из основных цветов, которые у меня будут присутствовать на портрете. В последующих слоях я уже начинаю добавлять больше насыщенности и уточнять различные детали. Первые слои я выполняю мягкой кистью. Эта кисть позволяет разносить большое количество краски и делать это быстро. И слой еще не успевает просохнуть, и поэтому можно нанести следующий слой и не бояться, что как-то мы влезем и испортим предыдущие слои. После того, как первый слой просох, я начинаю наносить следующий слой. Здесь я беру все те же самые цвета, но просто уже более насыщенные, и прорисовываю основные моменты. Вообще, конечно, в рисовании портрета очень важно знать анатомию. Не на зубок, конечно, но хотя бы приблизительно понимать, как располагаются мышцы на лице. Тогда будет гораздо проще создавать вот этот светотеневой рисунок. Какие-то мелкие детали я уточняю и прорисовываю маленькой кистью. У меня здесь кисть Рублев серии Aqua номер 3. В принципе, это синтетическая кисть, и она очень удобна для отрисовки мелких деталей. Ей я рисую также брови и ресницы, но мне все-таки для ресниц больше подходит кисть с немножечко меньшей толщиной ворса.
Как вы заметили по видео, то я делаю много слоев. Сначала у меня они не насыщенные, а дальше я набираю тон. Некоторые люди могут сразу делать насыщенные слои, и поэтому им не надо 20 раз рисовать одно и то же. Но я, наверное, боюсь перетемнить сначала, или, может быть, просто у меня вот, ну, такой своеобразный метод работы. Поэтому здесь можно заметить, как я рисую по одним и тем же местам. Здесь у меня из окна ушло солнце, и поэтому свет немножечко поменялся. Но ничего страшного, в принципе, все видно и заметно. Когда я прорисовываю глаза, то я черный цвет использую очень редко. Только если, например, нарисован прям такой макияж на фотографии, что это видно, что это прям такой черный-черный цвет. В основном я стараюсь смешивать, например, коричневый плюс синий или какой-то такой коричневый плюс фиолетовый, чтобы это не было прям черной такой глухой дыркой. Белки глаз ни в коем случае не оставляю белыми. Я наношу либо светло-серый тон, либо светло-голубой. Ну, все зависит от того, что я вижу на фотографии. Для того, чтобы ваши глаза на портрете не казались какими-то мультяшными, то необходимо, чтобы зрачки были круглой формы и чтобы блики обязательно были с одной стороны на одном и на втором глазу. И желательно, конечно, избегать вот этих вот черных таких полосок, черных подчеркиваний. На мой взгляд, вот эти вот черные линии в глазах, они вот реально придают какую-то такую небольшую мультяшность глазам. Чтобы мягко прорисовать румянец на щеках, вписать, да, вот эти цвета в тон кожи
Я сначала эти участки смачиваю водой, потом наношу краску. Так краска распределяется равномерно и не остаются у пятен границ. Но если вам нравятся эти границы пятен, то тогда не обязательно наносить воду. Вы можете просто нанести пятно и так его и оставить. С глазами вообще вечно постоянная проблема, потому что нужно сделать так, чтобы радужки были ровно круглой формы. На самом деле на рисунке, именно на карандашном, да, это сделать как-то гораздо проще, чем сделать это уже в акварели. Не знаю почему, но у меня очень часто нарушается вот эта вот конструкция глаз, и мне постоянно приходится за этим очень сильно следить. Также, когда прорисовываете зрачки, нужно брать, опять же, не черный цвет. Берите какой-то темный, темный, приблизительный там к черному, но не черный. Черный опять создаст вот эту вот дырку в глазах. Блики на зрачках я обычно стараюсь оставить, конечно, но у меня это, если честно, получается не всегда, поэтому чаще всего в конце работы я просто прорисовываю эти блики акрилом. Вот здесь можно заметить, как я несколькими кистями пытаюсь прорисовать брови, потому что брови все-таки это тоже такие тоненькие-тоненькие волосочки, и мне очень хочется, чтобы они не смотрелись как-то очень сильно грузно и тяжело. Поэтому я использую несколько кистей, чтобы сделать их тонкими. Чтобы прорисовать фон, я опять же предварительно смочила бумагу и уже наношу на нее краску. Вообще мне очень нравится, когда фон выглядит таким размытым и когда в фоне теряются какие-то участки нашего портрета. Там вот в данном моменте там шляпка или какая-то часть костюма. Оно вписывает наш объект в фон, и картина смотрится целостно и однородно.
На последнем этапе я добавляю выпадающие волоски и оставляю картину свою высыхать. Вот и все, такой небольшой процесс. Если вам понравилось, буду очень рада. Спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии, с удовольствием на них отвечу.